Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Для сегодняшней работы подобрала вот эти ткани. Нижняя ткань от ненужной рубашки. Эта ткань занавесочная с прошлого века. А вот эта ткань очень приятная на ощупь и напоминает велюр. Я подбирала по расцветке ткани-партнеры. Шить будем подушку-косточку, и я предлагаю вам вот эту свою выкройку. Складываем бумагу вдвое. Чтобы снять размеры, можно остановить видео. Этот размер уже опробован, и он оказался очень удобным. И форма подушки анатомически очень удобная. Это половина детали. Вот в этом месте сгиб, и он составляет 11 сантиметров. И половина детали 19 сантиметров. Из каждой ткани вырезаем по одной детали. Ткань складываем вдвое. Выкройку очертила, и теперь я вырезаю, оставляя припуски на швы. Где-то около сантиметра. Я не придерживаюсь четкого размера припусков, потому что после соединения деталей лишние припуски все равно будут срезаться. Ну, а очередную деталь можно вырезать, наложив предыдущую деталь на ткань. И то же самое с третьей тканью. Вот я вырезала 3 детали. И следующее наше действие. Разворачиваем деталь. Складываю пополам по длинной стороне. И обозначаю середину деталей по 2 концам, сделав насечки. Ну и это надо сделать на всех деталях. И теперь соединяем детали вместе. Складываем 2 детали друг на друга, лицевыми сторонами друг к другу. И начинаем строчить вот от этой метки и до следующей. Ну вот я проложила первую строчку, соединила первые 2 детали. Так, и вот теперь отворачиваем верхнюю деталь и прикладываем следующую. И также соединяем между собой еще 2 детали. Строчить начинаем от средней меточки, максимально близко к ранее проложенному шву, чтобы между швами не оставалось промежутка. Ну вот, осталось соединить 3-ю грань нашей косточки. Но здесь шов будет не сплошной. Между строчками надо будет оставить незашитым вот такой промежуток. Это будет отверстие для выворачивания. Булавочками пользуемся. Это нужно, чтобы ткань
у нас не сдвигалась. Можно, конечно, обойтись и без булавок, но так будет аккуратнее, так будет надежней. Так, вот все. Все строчки я проложила. Я срежу лишние припуски фигурными ножницами. Если у вас нет ножниц зигзаг, надо обязательно это сделать обычными ножницами, сделать насечки на всех закруглениях, на всех выпуклых и вогнутых местах. Можно выворачивать. Вот такое соединение должно получиться. Заполнять подушку буду синтепоном. Меня угостили вот такими полосками синтепона. Это обрезки с производства. И перед набивкой эти полоски я обязательно распушу, чтобы они равномернее распределились внутри подушки, чтобы не было комочков. Сначала набиваем вот эти ушки, и надо делать это достаточно плотно. Ну вот, что у меня получилось. Отверстие я еще пока не зашила. Пока это отверстие не зашито, подушку надо протестировать. Протестировать на жесткость, поскольку насколько плотно ее надо заполнить. Можно на ней полежать или посидеть, подложив под голову. У каждого потребности индивидуальны, и ощущение комфорта у каждого свое. Лично мне не нравятся жесткие подушки, жесткие подголовники. Кстати, ее можно использовать и под поясницу, и под ноги. Тогда надо набить поплотнее, то есть каждому свое. От себя хочу сказать, что подушка очень удобная, очень комфортная. Ее можно брать и в дорогу, и дома, лежа на диване или сидя в кресле. Ну, а если вы еще сошьете такую подушку-косточку в подарок, то не только сэкономите в деньгах, но и получите в ответ искреннюю благодарность, потому что это на самом деле очень нужная вещь для каждого, для повседневного использования. Надеюсь, я вдохновила вас, и, может быть, кто-то уже шил такую вещь и пользуется ею. Поделитесь с нами своими соображениями о необходимости такого подголовника. Я жду ваших комментариев, лайков и подписок для поддержки моего канала. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.